Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. У Тэйкук такие моменты интимные и романтичная атмосфера, что я чувствую себя лишним. Девятое место. Этот полный любви взгляд. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Тэхён и Аю – друзья, коллеги или новая пара?». О безумии фандома, увидевшего свидание в обеде, Чангук был бы в шоке. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук и Тэхён даже дерутся нежно, как котята, что-то там себе тихо под нос пищат и лапками перебирают. Седьмое место. То, как Чангук замер, и его вау, когда он увидел Тэхёна в блестящем костюме. Шестое место. Поведение пары. Тэхёна с его страстью к талии Чангука можно понять. Тэхён, сделай уже это.
5 место. Тэхён. Мы вам не мешаем. Четвертое место. Забота. Безопасное место Тэхёна. Третье место. Новости. Тэхёна совместно с Пак Хёшин преодолела отметку в 300 миллионов прослушиваний на Spotify. Она стала самой быстрой джазовой песней, достигшей этого рубежа, всего за 168 дней. Поздравляем Тэхёна и Хёшин. Я помню, как Тэхён однажды сказал, что никогда не чувствует неловкость. Несу вам подтверждение его слов. Наш самый чудесный булочный комфортик. Ну как же он прекрасен! Моника Ким, бывший редактор американского Vogue, описывает свое первое впечатление от Чангука. Он обладал редким типом харизмы, которая проявлялась без усилий. Это была естественная харизма, которую нельзя было курировать или контролировать тяжелой рукой лейбла. Двигаясь с легкостью, он становился притягательным, очаровывая съемочную группу. «Я одержим», — сказал мне один из них тихим голосом, когда Чангук прошел мимо, ничего не заметив. Отрывок из книги «Значение Чангука. Триумф BTS и становление мировой поп-суперзвезды». Посмотрите на этого солнечного милашку. Обновление TikTok Korea. Привет, TikTok, это Джин. Вы взволнованы моим предстоящим релизом, Echo? С надеждой на то,
что различные моменты жизни найдут отклик у всех вас, словно эхо. Я возьму на себя управление аккаунтом TikTok Korea в день выхода моего альбома. Через функцию ответа в DM я смогу получать вопросы «Спроси меня о чем угодно» от армии. Если вы отправите свои вопросы в DM в истории, я отвечу на те, которые найдут глубокий отклик во мне. Пока. Они такая красивая пара. Хасок на эфире. Во время этого тура я прочувствовал всю любовь армии. Есть так много людей, которые любят меня, любят очень сильно. Что я могу сделать для вас всех? Меню ужина? Джин рамен. Он такой красавчик. Я ем булдаг и пибимен. Ну все, я буду прощаться с вами. Скоро увидимся. Я отлично завершил концерты в Макао. Следующим будет Тайбэй. Я выйду в прямой эфир из Тайбэя. Люблю вас, Апму. По всей видимости, это любимая эмоция Чангука у Тэхёна. Скоро увидимся. Чангук написал фанатам на Вевос в преддверии возвращения из армии. Чангук удивил фанатов, внезапно написав им на Вевос за 27 дней до возвращения из армии. Он оставил на платформе сообщение с простым вопросом «Что делаете?». Его фанаты тут же откликнулись, начав общаться с любимым исполнителем в привычной дружеской манере. Он немного пообщался с фанатами, написав «Как вы там?». Ха-ха, а затем заверил их, я скоро вернусь. Сейчас собираюсь пойти потренироваться. Сегодня у меня будут плечи. Чангук также не забыл упомянуть своих товарищей по группе. Хасок и Джин активно продвигаются, так что, пожалуйста, передайте им много любви, армии. Эйрми, будьте здоровы. Скоро увидимся, закончил он. Напомним, что Чангук был призван на обязательную военную службу в декабре 2023 года, а вернется уже в июне. Эти два гения. Невероятно милая история о детстве Тэхёна. Нашли очень трогательный рассказ от директора детского сада «Куда ходил наш Тэхён» из статьи 2018 года. Директор детского сада Бисанда 4 Дон, который Тэхён посещал в возрасте около 4 лет, вспоминает его как доброго и тихого ребенка. Он был немного пухленьким, но у него были густые брови и очень красивые глаза, рассказывает она. Директор добавляет, «Я помню, что Тэхён был очень близок со своей бабушкой, которая ежедневно приводила и забирала его. Я была очень удивлена, узнав, что Тэхён стал певцом. Представить нашего маленького Тэхёна, держащего за ручку бабушку с пухлыми щечками. Какие же это милые и трогательные воспоминания». Он тут такой биг.
Несу вам милого Тэхёна из 2015 года. Они такая парочка. Эта девочка поистине очень счастливая. Она побывала в раю. Ее обнял сам Тэхён. Она чувствовала его теплое тело, вдыхала его аромат и чувствовала его дыхание. Эта девочка, конечно, была заочно влюблена в Тэхёна, но после их встречи чувства обостренно вспыхнули в ее сердце, и она понимает, что никакого продолжения быть не может, и от этого еще больнее. И вот тут ее пробили слезы радости, счастья и слезы невозможности и недоступности. Я рад за нее, и в то же время очень жалко. И сколько бы я ни смотрел этот эпизод, я обязательно рыдаю вместе с Хаюн. Счастье тебе, девочка, а это был просто сон. Я знаю, что вам это нужно. Джин в рамках промо-альбома «Экоу» ответил на вопросы журналистов. Вопрос: что вы думаете о возвращении со своим вторым мини-альбомом «Экоу» спустя 6 месяцев? Ответ Джина: в последнее время я появляюсь во многих развлекательных шоу, но поскольку моя основная работа – петь, мне хочется продемонстрировать свои песни и выступления. Не то чтобы я не хотел отдыхать, но именно поэтому я бежал так быстро. Смеется: я рад, что могу показать вам Singing Jin в моем втором мини-альбоме «Экоу». Вопрос: концепция альбома и причина выбора заглавной песни «Don't Say You Love Me». Ответ: я создал альбом из песен, которые легко исполнять, не ограничиваясь жанром. Если я буду весело проводить время во время выступлений, это доставит удовольствие и слушателям. Но больше всего мне хотелось, чтобы заглавная песня была легкой для прослушивания. У Don't Say You Love Me темп медленнее, чем у других песен, я уверен, ее будет наиболее комфортно слушать. Вопрос: за написанием текстов песен стоит какая-то история? Ответ: я стараюсь писать тексты, сохраняя те чувства, которые у меня возникают при прослушивании музыки. Когда я работал над With the Clouds, я много смотрел мультфильмов. Когда я работала над Nothing Without Your Love, я представлял себя выступающим на концерте. Вот почему я часто чувствовал грусть, работая над Nothing Without Your Love. Меня так переполняли эмоции, что из-за них у меня стоял ком в горле, и на мгновение возникали проблемы, я не мог нормально петь. Вопрос: расскажи о работе с актрисой Син Сэ-гён в музыкальном клипе Don't Say You Love Me. Ответ: было очень неловко, потому что это был мой первый опыт работы с актрисой. По мере того, как напряжение росло, все шло не так хорошо, как я себе представлял. Тем не менее, я очень благодарен Син Сэ-гён за ее невероятную игру. Если присмотреться, то можно заметить, что я выгляжу неловко. Вопрос: были какие-нибудь запоминающиеся моменты со съемок клипа? Ответ: в тот день, когда мы снимали сцену на парковке, в музыкальном клипе, было очень ветрено. Мои волосы были настолько растрепаны, что я даже не мог играть. В итоге мы изменили прическу и сняли ее не так, как изначально планировалось. Я был удовлетворен, потому что думал, что смогу показать свежий образ. Вопрос: какой недавний момент ассоциируется с Экоу? Ответ:
В апреле меня пригласили в качестве гостя на концерт Coldplay в Корее, и коллективное пение зрителей эхом отозвалось во мне. Я помню, как хотел, чтобы и у меня когда-нибудь был такой шанс. Вопрос: какие-нибудь памятные моменты с Coldplay? Ответ: когда я услышал, что они приедут дать концерт в Корее, я надеялся, что мы снова выступим вместе. К счастью, у нас были одни и те же мысли по этому поводу. Конечно, так ведь и должно быть, они же наши братья, смеется. Даже во время своего мирового турне они возили с собой плюшевого персонажа Вутиоу, которого я им подарил. Зная, что он, вероятно, выдержал дождь и различные испытания, я подарил им еще одного новенького Вутиоу. Вопрос: и последнее, что вы хотите сказать армии со всего мира? Ответ: всем нашим армии, альбом скоро выйдет. Пожалуйста, подождите еще немного. Я вас люблю. Мне так нравится, когда делает это движение. Забавный такой. Журнал English Jagran отметил отца Тэхёна как важную ролевую модель, который вдохновил артиста на путь к славе. Поддержка отца мотивирует талантливого певца Тэхёна. В свою очередь, Тэхён вдохновил многих к поп-айдолов, которые восхищаются его навыками артиста. Влияние Тэхёна охватывает следующее поколение айдолов, подтверждая его эффект на поп-индустрию. Ему повезло, что нас разделяет экран. Восемь лет назад Тэхён опубликовал эти фото. Если говорить о художниках, чье творчество ценит Тэхён, то он упоминал работы Винсента ван Гога, нидерландского художника-постимпрессиониста, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись XX века. Тэхён сказал: «Я стал поклонником его творчества после того, как я с первого взгляда влюбился в картину «Звездная ночь». Сейчас у меня дома около 6 репродукций его картин. У меня еще есть артбук, который я купил в Японии. Мое сердце и мысли исцеляются, когда я смотрю на его работы. Понемногу я начинаю увлекаться и другими художниками. Мне 21 год. Я стал взрослым. У меня появляются новые хобби. Напоминаю, у Чангука не было шансов не влюбиться. Тэхён 3 года назад на сцене Лос-Анджелеса в рамках тура «Птиди». Этот образ запомнился и полюбился всем фанатам Тэхёна.
Такой горячий Чангук. Незабываемое появление Чангука на Аама излучало мощную и пленительную ауру. Ауру власти и самой горячей мужской харизмы. И не спорьте в том, что Чон Чангук тут выглядит, как глава корейской мафии. Такие красивые волосы Чангука. Чангук – не чистый холст, на который можно проецировать свои ожидания. Он здесь не для того, чтобы оставаться в коробке, которую вы для него построили. Чангук – певец, исполнитель, артист с мечтами, которые сияют так же ярко. Почему другим участникам можно гоняться за сольными турами, свободой и мечтами, но не ему? Вы говорите, что хотите равенства, вы говорите, что поддерживаете всех семерых, а затем докажите это. Чангук заслуживает того, чтобы сиять в полной мере не только в группе, но и сам по себе. Вы можете желать, что хотите, искажать, писать, что хотите, но вы никогда не сотрете его огонь, его любовь к музыке, сцене или мечте, которую он строит как индивидуальный артист. Чангук заслуживает уважения, пространства и свободы, как и все остальные. Любить BTS означает чествовать их всех, а не следить за одним из них, потому что он слишком ярко сияет для вашего комфорта. Перестаньте вести себя так, будто он вам что-то должен. Он такой круглик. Второе место. Это так интимно. Ну, им явно нравится то, что под одеждой друг у друга. Их лапки. Первое место. Вместо 1000 слов.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.